ФСБ заявила о задержании шпионов. Украина готова к прекращению огня, а в Канаде новый премьер-министр. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Меня зовут Василий Азаров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а мы начинаем. Новость последнего часа. В Казани автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Водитель «Москвича» на скорости влетел в людей, которые в этот момент выходили из автобуса. 11 человек пострадали, 9 из них доставлены в больницы. В Москве раскрыли 2 британских шпионов. Во всяком случае, об этом сегодня заявили в Федеральной службе безопасности. По данным силовиков, Алкеш Одедра и Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной деятельностью под дипломатическим прикрытием. Одедра — второй секретарь посольства. Скиннер в посольстве не работает, но его жена — первый секретарь политического отдела дипмиссии. Также мужчин обвиняют в том, что они предоставили ложные данные при получении разрешения на въезд в страну. Их обоих вышлют из России в течение 2 недель. Напомню, осенью прошлого года 6 сотрудников посольства Великобритании в Москве были высланы также по обвинению в шпионаже. Украина готова ввести временное прекращение огня в рамках подготовки мирных соглашений. Как сообщает газета Financial Times, на предстоящей встрече в Саудовской Аравии делегация Украины предложит Вашингтону частичное прекращение огня с Россией. По данным издания, оно будет предусматривать полный запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от любых боевых действий в Черном море. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на 2 американских чиновников сегодня пишет, что представители США на переговорах собираются определить, готовы ли украинские власти пойти на территориальные уступки России, чтобы прекратить войну. По словам источника агентства, Белый дом хочет убедиться, что Украина серьезно настроена на улучшение отношений с президентом США после ссоры Трампа и Зеленского в овальном кабинете. Сегодня в Москве начинается суд над журналисткой Надеждой Киворковой, обвиненной в оправдании терроризма. Заседание проходит в Западном окружном военном суде. Напомним, Киворкова находится под стражей с 6 мая 2024 года. Ей вменяют 2 поста, опубликованные в личном телеграм-канале в 2018 и в 2020 годах. Один из них посвящен талибам. Напомню, они еще признаны в России экстремистами и террористами, а другой — перепост текста убитого в Центральноафриканской Республике журналиста Архана Джемаля о лидерах исламистского подполья в России. На первом заседании будет зачитано обвинительное заключение и допрошены свидетели и сама подсудимая. Надежда Киворкова вину не признает. В прошлом году делегация талибов официально посетила Москву и встретилась с руководством российского МИДа, а осенью лично Владимир Путин говорил о необходимости исключить движение из списка экстремистских, цитата, как легальную власть в Афганистане. Суд в Москве арестовал одну из самых популярных блогерок России, Сашу Митрошину. Ей предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Сама Митрошина накануне полностью признала вину. Напомним, Александру Митрошину задержали в минувшую пятницу в аэропорту Сочи. Она прилетела туда из Дубая, куда улетела сразу после войны. По версии следствия, блогерка получила 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. А чтобы придать этим деньгам легальный статус, приобрела недвижимость. Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее она уже становилась фигурантом уголовного дела из-за уклонения от налогов. В прошлом году она заплатила Федеральной налоговой службе 214 миллионов рублей, после чего дело по неуплате закрыли. Но в январе 25-го открыли новое за легализацию дохода через покупку квартиры в центре Москвы. Митрошина известна по сети курсов на тему раскрутки в социальных сетях. Неоднократно ее обвиняли в инфо-цыганстве. Точка в деле самой большой финансовой пирамиды в российской истории. С Сергея Мавроди прекратили взыскивать долги из-за отсутствия у него наследников. Сам Мавроди, напомню, умер от сердечного приступа еще в 2018 году. Как пишет РБК, из базы Федеральной службы судебных приставов пропала информация об исполнительных производствах в отношении Мавроди. После своей смерти основатель МММ оставил долги на 1,5 с лишним миллиарда рублей. Прошлым летом бывший адвокат бизнесмена заявил, что его родственники не обязаны и не будут их отдавать, поскольку они не приняли наследство. Мавроди основал МММ в 1989 году. Через несколько лет организация начала привлекать деньги граждан как финансовая пирамида. Потерпевшими в деле МММ были признаны более 10 тысяч человек. Мальчик из Сочи, которого растерзали хаски, выжил и сказал свое первое после комы слово. Отец ребенка поблагодарил всех, кто боролся за жизнь его сына. Друзья, дорогие мои, меня просто переполняют эмоции. Я вот только вышел от сына. Там, все очень хорошо, прям очень-очень.
Он со мной даже, почти разговаривал, хрипами, головой махал, все. Он, просто, у меня даже, знаете, слов нету. Это просто такой прорыв. Напомню, в конце февраля две агрессивные хаски набросились на 9-летнего школьника и разорвали ему лицо. Мальчика увезли в больницу в Краснодаре в тяжелом состоянии. Позже его перевезли в московскую клинику. Все это время ребенок был без сознания. Хозяин собак не кормил их 12 дней. Голодные животные сорвались с привязи, сделали подкоп под забором и выбежали на улицу, где и напали на мальчика. На владельца животных заведено уголовное дело. Следователи предложили ему подписать контракт и уйти на войну, но тот отказался. Собак усыпили. О выздоровлении школьника говорить рано. Некоторые части лица обратно пока не прижились. Собаки отгрызли ребенку нос и губы. В Канаде новый премьер-министр Марк Карни, бывший руководитель Центрального банка Канады, избран главой либеральной партии на ее съезде в Оттаве. Теперь он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. После объявления о победе Карни опубликовал в соцсетях их совместную фотографию с благодарностью за верную службу стране. В России в ближайшее время сильно подорожает пиво. Основные производители напитка уже предупредили розничные сети о скором повышении цен в среднем на 10-15%. Основная причина – рост акциза на продукцию и нестабильность курса валют. Большую часть сырья производителям пива приходится импортировать. С начала текущего года сбор для пива повысился до 30 рублей за 1 литр. До этого он составлял 26 рублей. Первые цены на пиво повысила компания «Балтика», и ее продукция уже подорожала на 10%. Это все новости к этому часу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, так это видео увидит больше людей. Меня зовут Василий Азаров, а вечером программу «Воздух» для вас проведет мой коллега Кирилл Седов. До встречи.